Залишайтеся з нами, це наше місто та ваш 7-й телеканал. Ну і наразі я анонсую та передаю слово моїм колегам у лайв-студію. Отже, Ольга Гвоздецька на зв'язку. Ольга, вітаю тебе, тобі слово. Дякую, Ігорю. Вітала студія «Продовжу роботу». І ми дійсно говоримо про найцікавіше протягом цього дня, продовжуючи вже той вектор, який задав мій колега Ігор Буренко. І одразу після цього невеликого інформаційного блоку чекайте на трансляцію наживо великого концерту із парку Горького. Запрошує Євген Червоненко, українські гурти та естрадна зірка Ірина Білик. Не пропустіть. І до подій у місті. Одесити вимагають облаштувати спуск до пляжу на 411-й батареї. Зараз діставатися прибережної смуги відпочивальникам доводиться просто автомобільною дорогою. Ані тротуарів, ані сходів там немає. У мерії давно обіцяли зайнятися облаштуванням цього спуску, але досі до робіт так і не пристали. От як ідуть на пляж гості міста та одесити. Ну вот на дворе июнь месяц, а видно, что на этом участке никто ничего не делал. Как был он опасным, так он и остался. Хотя обещания нам в том году давали. Ну, значит, будем разбираться дальше с этим вопросом. Небайдужий городянин Олексій Салунка, ви тільки не бачили його на екрані, пішов по владних кабінетах, аби домогтися того, щоб чиновники нарешті почали виконувати свої прямі обов'язки. І от як вони спілкуються з активними одеситами. Обращались к вице-мэру в начале июня по поводу спуска на 411 батареи. Получили ответ от вашего ведомства, очень короткий, что проводится тендер. А на самом деле спрашивали о том, что будет сделано, когда будет сделано и что будет сделано для безопасности, пока эти работы не проведены. Вот сейчас написали подробно еще раз к вам обращение, конкретно на ваше управление, чтобы разобраться, когда будет сделан там проведены работы, чтобы понимать. Вы обратились в управление дорожного хозяйства, которое подчиняется замгородского главы Рябокону Петру Моисеевичу. Функции управления дорожного хозяйства входят. Вам перечислить, или вы на сайте их найдете? От вас хочется услышать, когда будет исчерпывающая информация по этому вопросу. Смотрите, напомню опять, закон о закупівлі вам. Рассматривать мы имеем право до 20 дней, в которые входит при наступлении объявления победителя, который подпадает под все параметры. 10 дней дается на оскаржение одного из участников, если он не согласен. И потом на 21 день, до 21 дня мы должны заключить договор. Понятно, но зачастую быстрее рассматриваются, в общем-то, документы. Не обязательно рассматривать их 20 дней. Есть закон, мы можем до этого срока рассмотреть. Абсолютно верно. Смотрите. И никто не имеет права вмешиваться в процедуру тендерного законодательства. Вы это тоже знаете. Ну, конечно. Но смысл в том, что если вы хотите быстрее сделать этот спуск безопасным, то вы можете рассматривать быстрее. Если вы не торопитесь, то, конечно, какие вопросы? Ну, а не спешить. Нет, по закону через 5 дней. И по закону через 5 дней, и через 20. А на ваше усмотрение, как это должно произойти? Вы называете крайние сроки максимально длинные. Курортный сезон скоро закончится, а вы не собираетесь ремонтировать этот спуск. Значит, не собираемся ремонтировать. Это вы перекрутили уже ситуацию. Собираемся или не собираемся? Мы рассматриваем законодательно. Мы законодательно рассматриваем. Вы пришли вот только по одному. Почему не пришли по другим объектам, которые у нас проходят? Вот здесь жаловаться, знаете, почему так медленно? Вы мне напоминаете человека, которого штрафует гаишник, а он говорит, а чего вы того не оштрафовали? А мы пришли по этому вопросу. Пришли и вот за кого-то ходатайствуете. За кого? У вас там дачка? А я вам хочу Нет, у вас там дачка. А я вам хочу сказать, у вас там что... дачка? Хорошо. Я хочу сказать, что с каким бы вопросом я ни пришел, вы бы могли так сказать.
Як бачите, діалогу не склалося. Проте, чи буде Олексія Сауленко намагатися поновити дискусію з паном Шмагаєм, маємо змогу спитати у нього самого. Він з нами на прямому телефонному зв'язку. Олексію, вітаю вас. Да, здравствуйте. Так чи є у вас дача на 411 батареї? Еще раз не расслышал. Чи є у вас дача на 411 батареї, як запідозрив пан Шмагай? Мои друзья сегодня посмотрели и говорят, а чего ты ему не ответил, что у тебя там море? Нет, дачи у меня там нет, и я в своем посте даже описал, какая ситуация сложилась. Я на протяжении долгих лет ходил туда на пляж. И ходил туда на пляж всей семьей, со своей маленькой дочкой, с женой. И все это время я ходил по дороге среди машин и других отдыхающих и жителей нашего города. И уже в том году я говорю, что у меня просто уже, такое не может быть в цивилизованном обществе, в цивилизованном курортном городе. Не может быть, чтобы люди шли по дороге, чтобы попасть на пляж. Понимаете? И уже, вы знаете, как порвалось, все терпение уже закончилось, и уже с того года начал бомбить. И как оказалось, в общем-то, и проект есть, и работы намечены, но, к сожалению, никто не торопится их проводить. Вот это проблема, которая на данный момент существует. Олексію, на якому етапі, власне, провисає ініціатива впорядкувати ту територію? На тому управлінні, яке ви показали у своєму відео, чи є ще якісь провиси інші? Нет, смотрите, я объясню. Это управление проводит тендер, а работы проводят подрядчики. И я вам хочу сказать, что самое интересное, что произошло, это вот вчера был такой спор по поводу того, сколько там должны рассматривать документы, уже когда проведен тендер. А сегодня я зашел на Прозоро, изучил этот тендер, и оказалось, что на самом деле конкурс прошел 15 числа. 15 июля уже есть победитель, в общем-то, по проведению этих работ. То есть о чем говорит это? Это говорит о том, что господин Шмагай не владел информацией, а автоматически начал затягивать сроки и что-то рассказывать. Вы представляете вообще всю курьезность этой ситуации? Мы спорили о том, что уже прошло. То есть человек, начальник управления дорожного хозяйства не в материале. Понимаете, вот это печально, понимаете? Можливо, він спеціально цю інформацію утаємничив? Може, якісь є інші причини того, що він не сказав? Человек просто даже и не знал этого. Знаете, как автоматически включился у него инстинкт самосохранения, и он давай затягивать, рассказывать какие-то сказки, у нас есть время, еще что-то. Он даже не удосужился узнать, что уже процедура окончена, уже все, сейчас, на данный момент, можно подписать договор, и работы могут начаться буквально на следующей неделе, если он, в общем-то, это проконтролирует и все возьмет, в общем-то, под контроль эти работы. Но он решил... Так, вы понимаете, то есть тут вдвойне прокол такого руководителя достаточно высокого уровня. О чем это говорит? Говорит о том, что, во-первых, не вникает, во-вторых, не хочет вникать, не хочет объяснять, не хочет идти навстречу. Но если безопасность одесситов и гостей города его не волнует, и он устраивает на своем посту руководство города, значит, знаете, делаем выводы. Олексію, ситуація є така щодо Чорноморки. Я проводжу паралель і хочу спитати вас про те, чи насправді туди, куди ви ходили із родиною на пляж, це дійсно пляж, і він є задокументованим пляжем у мері. Тому що щодо Чорноморки, взагалі було таке питання від міського голови до його власного апарату, а невже там взагалі є у Чорноморки пляж? Чи ви впевнені, що там пляж був? Смотрите, я не уверен, что там пляж, и я даже хотел бы два слова сказать по ситуации, то, что произошло в Черноморке. В общем-то, вы знаете, что я описываю все эти аппаратные совещания. Хотел бы, знаете, на что обратить внимание? Мэр был возмущен не тем, что там не проводились работы и никак не обезопасили этот пляж, а был возмущен тем, что ГСЧС в своих сводках и по своей информации сообщил о том, что это аварийный пляж, понимаете? И вот этот подход, он действительно меня расстраивает, и, наверное, должен расстраивать как бы и одесситов. Что касается пляжа на 411, там находится Курени, и перед ними маленькая полоска, дальше пляж. Я не знаю, как бы имеет ли статус пляжа этот отрезок земли, но я привык туда ходить долгое время, и ходил и с ребенком долгое время, и сейчас хожу время от времени. Вот я привык туда ходить, и многие люди привыкли, понимаете?
И, наверное, надо все-таки реагировать на это. Я знаю, что там эти курени арендуют масса приезжих из ближнего зарубежья, с других городов Украины. Но, наверное, надо уважать людей, которые приезжают в Одессу отдыхать и оставляют тут какую-то часть денег, оплачивая, в общем-то, поступление в бюджет. Дякую, Олексію, за включення. Я хочу засвідчити слова Олексія Салунка, експерта з питань ЖКГ. Дійсно, на тому пляжі, не пристосованому для відпочинку, до речі, дуже багато людей, і, зокрема, дуже багато підлітків та дітей могла це засвідчити на власні очі нещодавно. Після невеликої паузи ми знову повернемося до цієї студії. Будемо розглядати теж дуже важливу, але вже всеукраїнську новину. Не перемикайтеся і дочекайтеся.